Триумфальная арка в Париже, которая расположена в самом центре площади Шарля де Голля в западной части Елисейских полей, это один из самых знаменитых памятников Парижа. После своей триумфальной победы в битве при Аустерлице в декабре 1805 года Наполеон пообещал своим солдатам: «Вы вернетесь домой под триумфальными арками». Уже в феврале 1806 года был подписан указ о строительстве монумента в честь побед Великой армии. Разработку проекта поручили архитектору Жан-Франсуа Шальгрену. За основу он взял грандиозные пропорции античных римских арок, но отказался от традиционных колонн, сделав упор на массивность и величественность. Первый камень был заложен 15 августа 1806 года, в день рождения Наполеона. Строительство продвигалось крайне медленно. К 1810 году, когда Наполеон женился на Марии Луизе Австрийской, фундамент едва показался над землей. Чтобы торжественно встретить невесту, на этом месте пришлось соорудить полноразмерный деревянный макет арки, обтянутый раскрашенным холстом. После падения Наполеона в 1814 году и реставрации Бурбонов стройку заморозили. Работы возобновились только в 1823 году и окончательно завершились в 1836 году, уже в эпоху правления короля Луи Филиппа I. Сам Наполеон так и не увидел оконченную арку. Его прах провезли над ней лишь 1840 года во время торжественного перезахоронения. Выбор места арки не был случайным. Это была ключевая точка въезда в Париж с западного направления. Любой, кто прибывал в столицу со стороны Версаля или пригородов, первым взором упирался бы в этот грандиозный символ имперского величия. Место идеально вписывалось в уже существующую парадную городскую панораму, так называемую историческую ось Парижа. Наполеон хотел, чтобы величественный монумент логически замыкал прямую линию Елисейских полей, которая тянулась от Королевского дворца Тюильри и площади Согласия. Арка стала визуально доминантной, парящей над городом за счет естественного возвышения холма. Шато Лондонский известняк. Из него выполнена вся внешняя облицовка арки и ее знаменитые барельефы. Особенности этого известняка в том, что со временем под воздействием дождей и солнца этот камень не темнеет, а покрывается тонкой защитной патинкой и становится еще белее. Для внутренних конструкций свод, перекрытий и скрытой каменной кладки, где не требуется идеальная устойчивость к капризным погодам, но важна была легкость обработки, использовали аузинский камень. Общая масса этой колоссальной конструкции составляет около 100 тысяч тонн. Благородный белый известняк позволил скульпторам высечь на стенах арки сотни фигур с поразительной детализацией, которая сохранилась до наших дней. Внутри колонн есть винтовая лестница, состоящая из 284 ступеней по довольно узкой каменной винтовой лестнице с выходом на смотровую площадку, а также можно увидеть музейную экспозицию. Билет для взрослых составляет 22 евро, по средам действует сниженный тариф 16 евро, дети и подростки до 18 лет бесплатно. На внутренних стенах триумфальной арки высеченная масштабная летопись военных побед Франции периода Первой Республики и Первой империи с 1792 по 1815 год. Эти надписи делятся на две основные категории – имена людей и названия великих битв. На 4 главных внутренних опорах арки стройными колоннами высечены 660 имен французских генералов, маршалов, офицеров, которые командовали войсками в революционных и наполеоновских войнах. Имена тех военачальников, которые погибли непосредственно на поле боя, специально подчеркнуты. Под сводами больших и малых арок можно увидеть названия городов и местечек, где французская армия одержала свои самые громкие победы. Самые крупные и значимые победы Наполеона высечены на щитах на самом верху монумента. Там упоминают такие битвы, как Аустерлиц, Йера, Фридланд. Менее крупные, но стратегически важные сражения распределены по внутренним стенам пилонов под малыми арками. Друзья, если вам нравится видео, поддержите нас, поставив лайк. И не забудьте подписаться, чтобы не пропустить следующее видео. Спасибо всем, кто это делает. Елисейские поля – это, пожалуй, самый известный и парадный проспект французской столицы. Проспект протяженностью около 2 километров соединяет площадь Согласия и площадь Шарля де Голля. Вместе с садом Тюильри и Лувром он образует прямую линию, известную как Королевская или историческая ось города.
Елисейские поля давно заслужили статус одного из самых дорогих проспектов в мире. Здесь расположены флагманские магазины ведущих мировых брендов моды, ювелирных изделий, косметики и автомобилей. Это мекка для любителей шопинга, где витрины сами по себе являются произведениями дизайнерского искусства. Именно здесь бьется сердце общественной жизни Франции. Каждый год 14 июля, в день взятия Бастилии, по проспекту проходит грандиозный военный парад. Традиционно именно на Елисейских полях завершается знаменитая многодневная велогонка Тур де Франс, где гонщики устраивают финальный спринт. До начала 17 века на месте современного проспекта не было даже намека на улицу. История улицы началась по инициативе королевы Марии Медичи. Она решила продлить прогулочную зону за пределами королевского сада Тюильри. Болото частично осушили и проложили вдоль Сены длинную аллею. Здесь придворные катались на каретах. Настоящим отцом Елисейских полей стал знаменитый ландшафтный архитектор Андре Ленотр, создатель садов Версаля. В 1667 году по поручению короля Людовика XIV он решил продлить центральную ось сада Тюильри дальше на запад. И только в конце 17 века, в 1694 году, эту зеленую зону впервые неофициально назвали Елисейскими полями в честь Элизиума из античной мифологии, райского сада для героев и праведников. Официально это поэтичное название закрепилось за улицей в 1709 году. Долгое время улица оставалась скорее загородным парком, чем городской магистралью. Настоящая городская жизнь пришла сюда чуть позже. В середине 18 века дорогу укрепили, продлили и связали с новой площадью Согласия. Вдоль аллей начали открываться первые кофейни, лавки и музыкальные павильоны. В 1828 году Елисейские поля официально перешли в собственность города Парижа. Здесь установили первые газовые фонари, обустроили широкие тротуары, фонтаны и начали строить роскошные особняки в классическом стиле. Свою финальную монументальную форму проспект приобрел во второй половине XIX века во время масштабной османизации Парижа, градостроительной реформы барона Османа, став главным подиумом для демонстрации богатства, моды и величия Франции. Раз в месяц, обычно первое воскресенье, автомобильное движение на Елисейских полях полностью перекрывают, и проспект превращается в огромную пешеходную зону, где люди гуляют прямо по проезжей части. Круговое движение вокруг Триумфальной арки на площади Шарля де Голля – настоящий кошмар для водителей. Здесь сходится 12 проспектов, а на самом кольце полностью отсутствует дорожная разметка. Исторически здесь действует правило правой руки – приоритет у тех, кто въезжает на кольцо, а не привычные правила кругового движения. Из-за колоссальной аварийности большинство французских страховых компаний отдельно прописывают в договорах, что аварии на площади не подлежат стандартному возмещению. Из-за сверхопасного и плотного автомобильного движения вокруг Триумфальной арки к ней категорически запрещено переходить дорогу поверху. Попытка перебежать кольцо смертельно опасна. Чтобы попасть непосредственно к подножию памятника и винтовым лестницам, под площадью проложен специальный подземный пешеходный переход. Изначально Триумфальную арку строили исключительно как памятник наполеоновским победам. Однако после Первой мировой войны в 1921 году под ее сводами захоронили останки неизвестного солдата, погибшего в битве при Вердене. С тех пор характер места изменился. Оно стало главным мемориалом памяти павших во всех войнах Франции. Именно поэтому через 2 года, в 1923 году, здесь зажгли первый в Западной Европе вечный огонь, который с тех пор ни разу не гас. Елисейские поля прочно удерживают статус одной из самых дорогих торговых улиц в мире и абсолютного лидера в Европе. Стоимость аренды здесь исчисляется десятками тысяч евро за квадратный метр в год. Из-за этого обычные жилые квартиры на проспекте стали невероятной роскошью. Почти все здания заняты офисами крупных корпораций, банками и флагманскими бутиками.